Всем приветик, с вами Кексик. Недавно в Телеграм мне написала девочка с просьбой оценить ее анимацию и указать на ошибки. И знаете, мне хватило лишь одного взгляда, одного мгновения, чтобы понять, что это контент. Я сделала пост, где попросила вас покидать ссылки на ваши работы. И спустя 2 дня вы скинули аж 150 штук. Я не думала, что кто-то захочет в этом поучаствовать. Я, правда, пыталась посмотреть на все работы, но спустя 5 минут поняла, что рандом наше все. Наугад я выбрала несколько работ и рассортировала их на ошибки. Сегодня мы разберем некоторые из них, и если вам понравится, я, конечно же, сделаю вторую часть. Итак, напомню, что я не говорю, что я какой-то там гений анимации. Все авторы сегодняшних работ добровольно скинули мне их. Я никого не принуждала, а значит, каждый из них был готов, что в их работе могут быть недочеты. Сначала мы посмотрим несколько работ, а затем я покажу вам способы исправить ошибки. Так что это видео несет познавательный контент и ни в коем случае не имеет цели кого-то оскорбить. Я часто видела такую ошибку в году так 19-20, и скажу больше, я сама анимировала так, потому что в то время очень многие туториалы по морганию учили именно такому способу. Поэтому я понимаю, почему люди так делают. Но согласитесь, выглядит это немного странно, я думаю. У меня на канале есть туториал по морганию, если вы грешите тем же, можете после просмотра перейти по ссылке в описании и посмотреть. Также у моей подруги Аиды есть подробнейший туториал с разными способами анимации глаз. В оригинале оно, конечно, на английском языке, но оно переведено мной на русский, так что я очень рекомендую его. А еще знаете, что я могу вам порекомендовать? Недавно я наткнулась на один телеграм-канал с разными гача-товарами. Например, такое интро вы можете приобрести всего за 10 рублей, а некоторые люди также принимают трейды. Больше скажу, вы можете сами предложить свои товары в магазин и начать срабатывать на своем творчестве. Переходите по ссылке в описании и порадуйте себя или своих друзей подарком перед новым учебным годом. Но мы продолжаем. Из-за того, что многие монтируют в мобильных приложениях, им приходится использовать способ перекладку для своих анимаций, вследствие чего части тела просто отлетают. Как же это можно исправить? Если вы работаете в CapCut, то, скорее всего, никак. Если вы пользуетесь Alight, то вот вам инструкция. Импортируем части тела вашего персонажа. Давайте анимируем руку. Жмем на самую последнюю часть, то есть часть от перемещения, которая не зависит от движения чего-либо. Это может быть часть руки после локтя. Но все зависит от вашей модельки. Жмем на перемещение и изменения. Видите этот плюсик и стрелочек. Нам нужно нажать на него, чтобы в центре появилась такая вот точка, а эти зеленые цифры стали голубыми. Поздравляю, вы активировали точку опоры или же точку поворота, называйте ее как хотите. Ставим ее на место поворота. Например, если у вас это предплечье, то на локоть. Теперь мы можем свободно вращать эту часть руки, не боясь, что она отлетит. Но это еще не все. Чтобы когда мы анимировали всю руку, она не отлетала, выделяем слои частями руки, просто зажав эту иконку. Жмем на группу и вуаля. Теперь эти части перемещаются вместе. Повторяем махинации с перемещением и изменением, но точку опоры в данном случае ставим на плечо. Готово. Чтобы вернуться и анимировать локоть, жмем на группу и редактировать группу. Анимирую. Таким же образом прикрепляются части всего тела. Я вывела вам табличку, но до этого можно дойти самому, просто используя логику. Справедливости ради, я скажу, что было много очень классных работ, и 3 из них вы видите сейчас на экране. Ссылки на эти работы, как и на остальные работы из видео, я оставлю в описании. Можете перейти и посмотреть, ведь сейчас аниматоров встретишь нечасто, и я думаю, эти люди заслуживают большего внимания и поддержки. Но мы продолжаем. Я раньше, кстати, также анимировала. Если вы не поняли, о чем я, то поясню. В этих работах тело не двигается, хотя когда мы поднимаем руку или задираем голову, то наше тело немного наклоняется.
Ну, если что, мы говорим об естественных движениях, специально-то вы можете сделать все, что угодно. Что я советую? Не ленитесь работать с телом. Наша точка опоры находится здесь, а не здесь. И наш торс также способен двигаться и наклоняться. Но на сегодня это все. У меня есть еще работа и ошибки на примете, так что если вам нравится такой формат, пишите в комментариях. А также подпишитесь на телеграм-канал в описании, когда там будет 170 подписчиков, я сделаю вторую часть. Ведь вам не сложно, нам приятно. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока.